Друзья, всем привет! Если вы решили пройти путь покупки жилья в Испании без лишних посредников, вам понадобится четкий план. Я решил записать это видео, чтобы вы получили готовый план 7 этапов, которые отделяют вас от ключей. Первое. Первое, что нужно сделать для того, чтобы начать решать вопросы с недвижимостью, это получить идентификационный номер иностранца. Без него вы не сможете ни открыть счет, ни подписать договор. Оформить можно в консульстве Испании в вашей стране, как мы делали в свое время, или в местной полиции экстранхерия уже по приезде в Испанию. Следующим этапом вам нужно будет открыть счет в испанском банке. Счет нужен для подтверждения легальности ваших средств, ну и проведения финального платежа. Хочу отметить, что испанские банки сейчас очень тщательно проверяют происхождение денег. И будьте готовы предоставить обязательно все необходимые справки, налоговой декларации о ваших доходах. Дальше, что мы делаем, когда вы находите свою ту самую квартиру, которую захотели купить, или дом, вы должны проверить этот объект. Для этого заказываете Nota Simpli, выписку из реестра собственности. Из нее вы узнаете, кто реальный владелец, есть ли на объекте обременения, долги или ипотека. Дальше рекомендую оформить договор залога, Contrato de Arras. Это предварительное соглашение. Вы вносите депозит, обычно это 10% от суммы, фиксируете цену и сроки сделки. Если продавец передумает, он вернет вам сумму в двойном размере. Если вы откажетесь, залог останется у него. На следующем этапе нужно подготовить к сделке и проверить документы. Здесь мы проверяем задолженность по коммунальным платежам, налог ИБИ обычно просится у продавца за последние 4 года, чтобы проверить, что он действительно был уплачен. И наличие сертификата энергоэффективности. Дальше у нас шестым этапом идет подписание купчи у нотариуса. Называется эскритура публика. Это так называемый финальный аккорд. Вы встречаетесь, продавец и нотариус, для подписания основного договора. В этот же момент передаются банковские чеки и ключи. Нотариус это подтверждает и подтверждает законность сделки. Что нужно учесть, что если вы сделку делали переводом средств в другой стране, это очень важно. Нотариус должен увидеть именно приход денег в Испании, что у вас действительно была передача денег, или вы передаете счет или чек, вернее чек в настоящее время. И седьмым этапом у нас остается регистрация и налоги. После сделки у вас есть 30 дней, чтобы оплатить налоги. И для вторички у нас налоги вы сейчас увидите для разных регионов своих. Для первички это 10%. Ну и подать документы в реестр собственников. От себя хочу сказать, что самостоятельная покупка это реально, но нужно быть очень внимательным. Если вы чувствуете в себе силы, вы знаете, что вы справитесь, то есть вам знакома работа с документами, то в принципе ничего сложного нет. Если вы не владеете испанским языком на высоком уровне, обязательно возьмите на сделку независимого юриста и лицензированного переводчика. И вам будет проще, и нотариусов не будет возникать вопросов.